Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы будем просматривать с вами 50-е года. Посмотрим, что там будет интересно, что нам покажут. Просматривать я буду как на оракуле, так и буду просматривать на рунах немножко. Итак, 50-е года. Интересные достаточно. То есть люди у нас, которые там родились, это у нас хорошие дизайнеры могут быть. Это люди, которые у нас хорошие повара. То есть у них есть чувство вкуса. В этом плане они очень и очень развиты. То есть люди вот именно своей фантазией, то есть писатели из них обалденные, тоже 50-е года, которые родились. То есть они уже более такие на подъем легкие, то есть это есть, да, и у них есть вот этот так называемый инстинкт к чему-то стремиться интересному и новому. Итак, сейчас мы посмотрим. Начнем с 50-х годов, то есть это 50-й сам. Посмотрим, что нам скажет оракул именно по этому году. Вытягиваю я одну только карту. Итак, 50-й год. Смотрите, то есть это у нас уже люди, которые стоят, так скажем, на страже, да, то есть они оберегают гнездо свое, они оберегают своих близких, люди, которые стараются свое окружение как-то так вот в кучку собрать, понимаете, то есть вот, но и при этом же, то есть они могут быть немножко заносчивые, чтобы вы понимали, да, то есть это непростой, сам по себе пятерочка у нас такая интересная, то есть они непростые, но опять у них есть энергия движения, то есть это все есть, хотя таких людей очень часто приходится подпинывать, как я называю. То есть иногда нужен такой волшебный пендель, чтобы они двигались. Вот, то есть, и сейчас это у нас то, что, кстати, у них очень хорошая связь с Высшим тоже идет, вот у пятидесятников. То есть сейчас посмотрим, что нам скажет по этому поводу руны. Именно 50-й год сам. Так, люди, которые жили в какой-то степени, и вот у них по жизни такие определенные испытания. То есть какие? Они очень часто на что-то надеются или на кого-то надеются, но при том это их обманывают очень часто еще. Поэтому здесь надо всегда думать о том, что ты непростой, ты 50-го года, тебя могут обмануть. Здесь как бы взвешивать вот эти вот ситуации. И еще у них идет такое, что у них очень часто они сталкиваются не с нищетой напрямую, но с какими-то проблемами, вот именно финансовыми. То есть как бы происходит истощение, то есть им как все время приходится начинать все по новой. Так, это у нас 50-й, теперь смотрим, что нам скажет 51-й год. Так, 51-й, то есть это люди, которые у нас оглядываются достаточно много назад. То есть они не просто там в свою жизнь, да, а то есть это люди, которые, например, могут знания из прошлого брать, и там родовые знания, либо вот просто какие-то вот что-то изучать. То есть это люди 51-го года. Они двигаются именно в таком плане. Они собирают знания, да, и потом уже могут их выдавать как более так сформировано, как свое. Вот это вот у них хорошо получается. То есть такие люди тоже энергичные для меня, то есть они могут двигаться, но есть тяжесть, груз времени и груз рода на них ложится. То есть тут очень интересно вот в этом плане. То есть поэтому не пугайтесь, пожалуйста, это просто вот такая карта. И люди, которые могут также в жизни очень много вот испытать. То есть у них испытания на них ложатся. То есть они могут это выдержать. Это у нас 51 год. Теперь смотрим руны. Они, эти люди, то есть могут начинать очень часто новые начинания совершенно. То есть они в какой-то степени зависимы от человеческого, вот именно что происходит, социальная сфера. То есть есть на них влияние такое, поэтому им надо иногда и сопротивляться. То есть как бы вот больше думать, да, и сопротивляться. То есть не верить всему, что происходит. То есть здесь опять же я связываю с тем, что они очень часто доверяются. То есть доверяются не тем, как говорится, как кому надо. Вот. И эти люди, опять они у меня как по кочкам. То есть у них все время что-то в жизни происходит. Все время надо подниматься и двигаться дальше. Так, 52 год. Так, сначала у нас карту. Так, люди уже, которые у нас, то есть 52 год, то есть у них открывается тоже вот двойка, всегда у нас подсознание, открытие подсознания идет. Это люди, которые могут смотреть далеко. То есть здесь они могут строят далекие планы, это не значит, что они реализуются. То есть они очень много мечтателей среди них. То есть это люди, которые куда-то пытаются стремиться, да, что-то видят, вот, такое более грандиозно видят. То есть не в узком кругу, как я говорю это, а более грандиозно на все смотрят. То есть, и это люди, кстати, очень часто они такие защитники.
То есть, опять же, своего там гнезда, рода и всего остального. То есть они защитниками являются. Так, и теперь по рунам, то, что у нас говорят, смотрите, то есть этим людям, ну здесь просто что со здоровьем у них практически всегда проблема есть в жизни, это одно. Но следующее идет такое, что энергия, у них очень интересная энергия, она очень мягкая. То есть и эта энергия заставляет всех вокруг еще двигаться. То есть кроме того, что самим им приходится, да, еще и вокруг, как говорится, двигаться всем приходится. Вот, что у них бывает, это опять же показывает о том, что это оглядывание назад, то есть смотрят в прошлое часто. То есть прошлое это, как я объяснила, то есть это могут быть знания какие-то, либо прошлое это у нас как вот свое прошлое, да. Так, теперь дальше идем. 53-й год. Так, люди, которые умеют разрушать, то есть здесь и в плохом, и в хорошем смысле, да, которые действительно могут разрушить все вокруг, как я это называю, с одной стороны, а с другой стороны, это те, которые из этого разрушения создают, то есть ломают и потом строят новое, огромное, то есть то, что выжило свое, то есть изжило свое, да, они вот это разрушают и потом, как говорится, поднимают. И тоже люди интереса, то есть они уже начинают вот интерес проявлять к чему-то другому, то, что в семье там, ну, например, они могут, как вот если были в семье, например, одни врачи, да, то есть то у них интерес вдруг может проявиться к литературе, то есть совершенно другой. Они как бы меняют течение рода. Вот это вот у них происходит. И теперь по рунам. 53-й год. Так, это у нас время от времени у них будет проявляется, либо проявлялась слабость какая-то, слабость, связанная со здоровьем. Тоже здесь надо за этим наблюдать. Но еще и это люди, которые больше головой думают, чем вот работать. Им надо больше как раз на свою мозговую деятельность обращать внимание, то есть сюда, в эту сторону уходить. Здесь они могут достигать как раз достаточно больших успехов. То есть вот так. Так, следующий год идет у нас 53-й был, 54-й год. 54-й это у нас уже люди, которые умеют свои планы реализовывать. Вот 54-й год это реализация. Во-первых, это они как вода, они могут менять направление, они могут двигаться постоянно тоже куда-то. И они могут свои идеи, то есть даже это если такие грандиознейшие идеи, которые там никто не воспринимает вокруг, они как раз могут реализовывать. У них все для этого есть. Так, и теперь руны, 54-й год. Так, у них как раз, то есть у них есть определенная карма, кармическая. То есть вот это. Кармическая это связанное больше у нас, как ни странно, женским родом. Но это я сейчас обобщаю все, да, потому что у каждого надо, все равно надо смотреть более глубоко. И еще эти люди уже начинают, то есть это люди, которые склонны к оккультным наукам. То есть что-то необычное, что может в их жизнь войти, то есть они это могут глубоко достаточно изучать. Но еще смотрите, то есть есть такое, что они могут останавливаться и вообще никуда не двигаться. То есть есть такой типаж, который просто стоит, вот по течению просто плывет. Вот это тоже в 54-м году бывает. Следующий год, 55-й. Так, 55-й, то есть вот это вот у вас как раз, то есть люди почему-то, 55-й год вообще чем хорош, то есть он для меня мягкий достаточно, он, опять же, это люди, я уже говорила про пятерку немножко, то есть это люди, которые талантливые достаточно, то есть здесь у нас голосовые связки развиты, здесь у нас чувство вкуса развито, то есть все вот это вот заложено, главное это реализовать. Но они себя скрывают, то есть у них как не хватает энергии для своей реализации полноценной, большой. То есть они как бы потенциал свой немножко прячут, понимаете, то есть вот уходят на дно, то есть или же избегают каких-то там, если происходят какие-то там всплески эмоций у кого-то, то есть они этот конфликт не развивают дальше. То есть, ну, это так, опять общее, повторюсь, да. Так, и сейчас смотрим руны, 55-й год. Так, могут быть достаточно пробивные, то есть у них очень интересная структура, именно уже ментальная, я бы еще сказала, то есть она уже здесь раскрывается более-менее так хорошо, но опять они пытаются, они все равно где-то себя прячут, то есть они боятся показаться смешными где-то в какой-то момент, понимаете, то есть вот такой вот. Вообще сами по себе люди должны быть с достаточно хорошим чувством юмора. То есть здесь вот такое вот чувство юмора прям должно к успеху даже приводить в некоторых вещах. Так, 56-й год.
Так, 56-й год. То есть люди немножко уже сложноватые тем, что у них, да, у них как бы судьба уже начинает быть прописанной. То есть здесь они много изменений внести не могут. То есть 56-й год, они как бы вот идут тоже по течению, я бы сказала, но у них достаточно тоже бывают испытания такие, то есть, ну, и как бы у них вот, ну, я опять повторю, что как бы прописано все по жизни. Но здесь так бороться надо очень, то есть сил надо много очень приложить для того, чтобы изменить в своей жизни что-то. Понимаете, то есть здесь там прям борьба постоянная должна быть. Так, 56-й год, что у вас тут? То есть смотрите, любое изменение, которое в жизни вашей, вот вы хотите изменить, вы хотите что-то сделать, то есть вам сложно. То есть опять же, потому что прописное все есть, как книга это написано, судьбы так называемая. Вот, и чтобы здесь постоянно еще конфликт с собой идет, то есть поэтому вам приходится, вот 56-й год, вам приходится как раз постоянно бороться для того, чтобы какие-то изменения внести. И еще, то есть это люди, которые достаточно тоже много могут переезжать. То есть квартиры менять, там страны менять, то есть вот такое вот передвижение. Так, следующее, 57-й год. То есть это уже у нас, 57-й, да. Смотрите, то есть 57-й год, здесь он интересный, то есть это время конфликтов, так называемых, да, я так называю. То есть это люди внутри, они все время в борьбе в своей постоянно происходит, у них борьба, то есть вот как лучше сделать, да, а может быть и не надо делать, то есть вот такое вот, то есть не весы, а вот именно борьба настоящая. И еще вот с этими людьми надо быть поаккуратнее, потому что если вы очень сильно на них там надавите, да, они могут по-простому скажу, сбрыкнуть. И не просто, то есть мало вам не покажется. То есть это люди, которые умеют разрушать, если им что-то не нравится. Но они уже тоже, то есть так как семерочка у нас, то есть это связь у нас с духовным, то есть они уже в эту сторону уходят. Более развитие подъемное, то есть вот именно внутреннего потенциала, то есть и на верхние вибрации выходит. То есть 57-й год тоже достаточно интересный. Ну, все года интересные, конечно же. И руны. То есть, да, вот такие люди могут достигать очень больших успехов, то есть они могут действительно там, то есть в научной сфере достигать успехов, понимаете, они могут очень математика очень хорошо здесь идет. То есть вот такие вот они, прям вот человек, который успеха, но иногда из-за своей глупости они останавливаются и уходят совершенно в другую сторону. Они уходят в ту сторону, которую им навязал социум, то есть общество. То есть вот... Здесь немножко не то. Так, 58-й год. Вот, восьмерка. То есть здесь сыграла как раз восьмерка очень-очень серьезную вещь. То есть это люди, у которых очень часто чувство вины появляется. Притом они себя могут, вот, как на психосоматике, да, прям съедать. То есть вот здесь вот они будут переживать, они будут ковыряться в этом. То есть они будут постоянно в это уходить, эти люди, понимаете. То есть вот чувство вины. Вот она прям нескончаемая будет. Но еще, то есть 58-й год, он уже идет такой, что, опять же, как я сказала, то есть оккультные науки, уже у нас после 57-го идут такие оккультные науки серьезные, которые, вот как раз это люди, которые вот именно если работать там с обрядовой какой-то работой, они это могут тянуть. Вот, чтобы вы понимали. Руны, 58-й год. Так, вот у них, да, борьба постоянно идет, то есть вот 58-й год, то есть это борьба, когда вот партнеры какие-то попадаются, там в семье что-то, какая-то проблема, то есть вот когда все время надо отстаивать свою точку зрения. То есть вот это вот здесь такой момент проскакивает. И им как раз бывает сложно. Но еще у этих людей, что хорошо, все равно, в конце концов, если эта борьба была правомерной, то есть правильное все бы шло, то есть они себя вели правильно, то есть высшие силы всегда на них смотрят. То есть они получают свой подарок, так называемый, по жизни. Так, и 59-й год. Так, а вот 59-й год, это у нас люди, которые все время тоже в споре, как говорится, но они больше со стороны в споре. То есть они направляют людей, они решают их задачи, то есть все время кому-то нужна помощь. То есть вот эти вот люди 59-го года как раз здесь проявляют себя. Плюс опять девятка, да, пятерка, девятка. То есть здесь очень хорошо именно опять соединение с высшим я идет и соединение с родом. Опять же, женский род очень хорошо играет роль. То есть, так что здесь тоже довольно сильные люди. И руны.
Так, это люди, я бы сказала, да, они могут быть конфликтные достаточно серьезно, но это люди, которые больше стремятся к свету. То есть именно куда-то открывать что-то для себя, то есть для всех других еще открывать. То есть здесь не только вот свое я играет, здесь играет еще и общественное я. То есть у них есть, с одной стороны, здесь идет такое, что постоянная надежда, они куда-то пытаются стремиться. С другой стороны, идет отрицание, то есть они не могут принять несправедливость мира. Им вот здесь тяжело очень принимать. То есть поэтому, ну, сложновато бывает достаточно им. Так, это у нас было люди, рожденные в 50-е годы. Следующие у нас идут 60-е. На этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания.